Вы знаете, есть люди, которые, где бы они ни появились, все в их сторону смотрят. Вот эта аура в нем присутствовала. Невысокого роста, чуть-чуть такой одутловатый по фигуре, белый абсолютно волос, пронзительно белое, и белое лицо. Человек с какими-то очень грустными глазами, седой, как лунь, в ярко-синем костюме. Но слегка с горбинкой, легкий аристократический такой чуть-чуть. Вот. Высокий лоб, такие глаза, прямой взгляд. А то, что называется благородная такая внешность. По нему было видно, что это человек значительный. Он произвел впечатление крупного такого человека. Вот не то, что я рядом с ним себя чувствовал мелким совсем, но он был достаточно значительным. Он был необыкновенно подвижный человек, красивый, но небольшой и довольно такой, как бы сказать, полноватый, с прелестной улыбкой совершенно. Когда мы сидели в аудитории, мы, это киноведы, студенты последнего брежневского пятилетия, с 1977 по 1982 годы, его приближение буквально чувствовали. Вот сгусток энергии входил в аудиторию. Белый, как лунь, пожилой человек. Он нес вот эту энергию в своих глазах, в своем этом неподвижном лице. И нам всегда нравилось, когда он улыбался. Потому что, когда он улыбался, мы понимали, что перед нами, я не могу сказать актер, но в некотором роде это было какое-то высокое искусство, вот такой физиогномики, все-таки снисходить и давать вам эту улыбку. Даже мог быть и не очень приятным в общении, если он хотел человеку показать там какое-то свое отношение или там как-то какую-то дистанцию образовать. Вот. Но когда вот у него вспыхивал какой-то интерес, симпатия или какие-то... Ну, то есть какие-то эмоции, а он человек очень эмоциональный, можно сказать, страстный был, темпераментный, то это сразу как-то он сразу становился таким красивым, обаятельным. Он, например, так здороваясь, мог очень резко выпустить руку. И в этом тоже была провокативность, потому что человек до конца не знал, будет ли он с ним здороваться или нет. И вдруг, вот так вот резко выпустив руку, он человека резко как бы располагал к себе. При всем том багаже, опыте, уме, понимании происходящего вокруг, он не производил впечатления человека абсолютно уверенного в жизни, способе жизни. Этого не было. Вот такой был Евгений Данилович Сурков. Интересно, слышит он нас сейчас? Они его называли Белинским советского времени. Он был действительно очень талантливый. Евгений Данилович принадлежал к избранному и очень небольшому кругу людей, которых называли «золотыми перьями партии». И когда нужно было устроить какую-то проработку, скажем так, он был один из тех, кто делал это в высшей степени талантливо. Мифология Суркова, что это ужас, ужас, ужас.
Поэтому, если ты говоришь что-то про него хорошее, то ты сама такая, всякая. Если бы не он, никто бы меня ни в какую критику никогда не пустил. Он нам не просто давал возможность писать, он нам давал площадь. Он на какого-нибудь Гамлета давал мне 3-колонник. Это вообще было неслыханно. То есть он нас всех выпустил в жизнь. Он, конечно, себя придумывал. Он был человеком очень театральных страстей, подчеркнутых страстей. Вот этот дух Достоевщенки, который от Суркова просто исходил за версту, ну, я его, этот дух, как бы пропускал мимо ушей. Он жил в Томасе Мане, в Достоевском. Это был его мир. И когда он проецировался на действительность, ну, кто-то этого не понимал. Для кого-то в этом был вообще смертный ужас, а для кого-то в этом был просто юмор. И вот он делает такую невероятную карьеру, когда он во время войны становится главреперткома. Ну, это же обалдеть. Значит, главное стратегическое направление, суть всего того, что мы делаем, она определяется новой рубрикой, которую мы сейчас ввели, и которая является для нас сейчас ведущей, основной в журнале. Решение 26-го съезда КПСС – наша творческая программа. Под этой рубрикой мы печатаем высказывания мастеров, крупнейших кинематографистов. Вы помните, у нас выступил в этой рубрике Кулиджанов. После него выступили с большими интересными статьями Герасимов и Чхеидзе. Мы продолжим эту группу выступлений. Идет летучка в редакции. Невидимый читателю процесс рождения очередного номера. Каким ему быть? В журнале мы найдем очерки о мастерах и рецензии на фильмы, статьи по теории, истории кино и обзоры зарубежной кинематографии. Журнал остается боевой трибуной кинематографистов. Главный редактор Евгений Сурков. Редактор и цензор иногда совпадают, но чаще не совпадают друг с другом. Он был и редактором, и цензором прекрасно. Он знал все опасности вот этого моря зыбкого, в котором он существовал журнал, а все главные редакторы были номенклатуры ЦК партии, секретариата ЦК партии. Это серьезная была история, и все понимали прекрасно, что они ходят по минному полю. Я работал, повторю, в журнале «Театр», главным редактором был Афанасий Дмитриевич Солынский. Надо сказать, они с ним были в добрых отношениях. И Афанасий Дмитриевич, человек совершенно другого свойства и склада, он уважал очень талант Суркова, безусловно, и был дружествен с ним. Они знали вот как бы так вот все красные флажки, которые, хотя не всегда знали, и не все красные флажки, потому что понять было иногда в этом подцензурном мире невозможно ничего. И, знаете, как обычно, когда мы несли журнал в цензуру, это было и во всех журналах, собирались, так сказать, гуру редакционные и думали, вот что попадет под красный карандаш цензора, вот что будут вымарывать. Очень редко догадывались о том, что происходило на самом деле, потому что понять было многие вещи невозможно. Но надо сказать, что у Евгения Даниловича был такой нюх острейший совершенно. Он очень хорошо ориентировался в некоторых верхних эшелонах власти, хотя надо сказать, что это вообще разговоры интеллигенции и советской власти, это тоже была такая своего рода игра в бисер, потому что на самом деле власть обладала такой закрытостью, такой сакральной закрытостью, что на самом деле никто ничего не знал. Это были все такие почти полупикейные жилеты на самом деле. Но он был мастером, он знал, где, что, как, какие расклады, кто с кем дружит, кто чего. Он меня спрашивает, например, а к кому вы ходите в ЦК?
Я говорю, Давид Данилович, вообще-то ни к кому. Стараюсь не ходить, типа, пока не вызовут. Он говорит, напрасно, вот вы не ходите. А тот, кому вы не ходите, он думает, но кому-то же он ходит. Восстанавливаете против себя, он мне говорит. Вот он так предостерегал. То есть он в этом смысле абсолютно четко был вписан и ощущал саму структуру каждого момента того времени. Как это все закручено, от кого что зависит, что надо учесть, как надо сформулировать. Рубрики в журнале, которые в огромном количестве появились с его приходом, они все такие боевые, такие лозунговые, не архив «Арсенал», там, ну, я не знаю, там, вот такого плана наступательно-идеологически зрелые с точки зрения партийной. Вот это он уснащал весь журнал этим делом, так сказать. Это был тактический ход, наверное, с его стороны. Да, несомненно, конечно, несомненно. Потому что, с одной стороны, без этого не выжить, а с другой стороны, он очень хотел отличиться. Отличиться. Он все время, так сказать, и в этом смысле, мое личное впечатление, что он рассчитывал все эти ходы на 7 ходов вперед. Это то. И я думаю, он каждый раз на последнем из этих бесчисленных ходов ошибался. На моем месте было проще. Потому что я знала, что меня будут тащить и не пущать. 20 лет не брали на работу, о чем говорить. А на его месте, вот на руководящем месте, надо было обрасти какой-то броней, каким-то, ну, не знаю, хамством. Я имею в виду не в смысле разговора, а в смысле отношения к искусству. Это он этого не мог совершенно. Он понимал, он ценил, но ничего с этим сделать не мог. И это было его слабое место. Он не мог стать настоящим советским чиновником. Никогда. И эту слабость он знал. Он был человек искусства, а не аппарата, а работал в аппарате. Он пришел однажды на важное обсуждение, важное заседание в ЦК партии в водолазке. Дело в том, что это сейчас люди ходят, в чем они хотят, куда угодно. А тогда приход в ЦК партии предполагал абсолютную однозначность. Костюм или пиджак там, с брюками темными, рубашка и галстук. И никаких других отклонений от нормы этой не допускалось. А он пришел в водолазке. Ну, вы скажете, несет мой собеседник какую-то ахинею. Ну, пришел в водолазке и водолазки. Но я еще раз повторю. Он прекрасно знал, как теперь принято говорить, дресс-код посещения Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. И тем не менее его нарушил. Уверен, что это было не по незнанию. Он мелкие вещи подчеркивает очень часто какую-то внутреннюю независимость, понимаете? Вот хотел быть чуть-чуть, вот здесь хочу свободы, да? Но это мелкая деталь, и кому-то, когда она может показаться вообще дикой, да, она была неким очень важным свидетельством какой-то другой немножко внутренней жизни, чем та, которую мы привыкли от него ожидать.
Это человек, попавший вне свое время. Он пытался этому времени соответствовать, но он должен был обкорнать свою эрудицию, очень большую, блестящую, свой стиль, свои представления. И что он и делал? Он это и обрезал все ножницами со всех сторон. Поэтому он свои статьи прижимал к груди, как никакие другие. Он боялся своих статей. Он выступал как блистательный оратор где-нибудь на Римском форуме. Он форсировал голос. Голос у него был звонкий, пронзительный. Он блистательно формулировал все, что он хотел сказать. Периоды его речей были абсолютно литературными. Они начинались с какого-то подлежащего, и неизвестно, на каком сказуемом они заканчивались, но всегда заканчивались точно, в лоб, блистательно и странно не вписывалось по тональности торжественной, возвышенной, даже, я бы сказал, истеричной. Тому, потому что сидели мы скучные люди, которым всем эти совещания обрыдли со страшной силой. И вот находился вот этот возбужденный пафосом человек. Мордвинов из числа тех актеров, для которых искусство – это форма жизни, это особая форма решения тех жизненных проблем и жизненных вопросов, которыми живет народ, которыми живет страна. Он актер большого общественного темперамента. Не потому, что произносит речи, как раз их он произносит очень мало, а потому что все его искусство – общественно целеустремленное искусство. Это искусство, насыщенное любовью к человеку и огромным интересом к тем новым качествам, которые формирует в человеке наше время, наша страна. Стремлением разгадать эти новые качества и воплотить их крупно, страстно, горячо, так, чтобы эти качества увлекли зрителей. Это стремление самое важное в искусстве Мордвинова. И оно по-своему присуще ему даже тогда, когда он играет роли людей не нашего времени, а тогда, когда он играет роли героев классической литературы, или когда очень весело и очень зло смеется над персонажами, ему психологически, эмоционально чуждыми, людьми, которых он ненавидит, которых он хочет высмеять. Но и в том, и в другом случае стремление раскрыть те человеческие свойства, которые можно и нужно одобрять для будущего, которые можно и нужно сохранить в числе качеств, необходимых строителю коммунистического общества, это стремление самое главное в Мордвинове. Но эта книжка была «Герой без героя», будущий герой безгеройного времени. Она лежала тогда в советском писателе, в совписи. А у моего очень хорошего друга Лёвы Шубина, который очень хотел ее напечатать. Евгений Данилович написал на нее большую-большую рецензию, которая в Москве у меня хранится до сих пор. И как-то раз, много лет уже тому назад, может, лет 5, я ее перечитала. И еще раз была поражена ею. Потому что по форме она необыкновенно хвалебная. Но он предлагает там какие-то изменения и замечания, якобы очень простенькие, без затей. После чего, с моей точки зрения, книжку надо было бы выбросить на помойку. Я ее пришла и собрала из редакции. Одна минута. И долго ждала другой возможности ее напечатать. То есть она была бы полностью уничтожена, если бы я воспользовалась этими рекомендациями.
очень он любил лежать в Кунцевской больнице. Там буквально неделями, а то и месяцами. Вот. В это время все кипит в редакции, потому что номер-то должен выходить и так далее. И вот мы на постоянном контакте, там в основном телефонные контакты, все. И вот уже что-то такое изваяем. Появляется Сурков из больницы, и в этот же момент ломает все. И нам становится ясным, что мы все тупые и непроходимо глупо необразованные, а главный редактор у нас Сурков, он пришел и все по-своему переделал. Хорошо это или плохо, не имеет никакого сейчас значения. По этому поводу, так сказать, какие-то оценки давать. Но виделся в этом еще, что он очень любил показать, кто тут хозяин. Когда он входил в коридор, то уже было ясно, что идет Евгений Данилович, потому что у него была такая поступь командора. Он останавливался около нашей двери и говорил: «Je vous aime, Hélène», сказал Пьер и упал на колени. Это у нас был такой период. А значит, то он шел и останавливался около нашей двери и читал Гумилёва «Шестое чувство», обращая это дело ко мне. Ну, конечно, все это было, сопровождалось всякими смехом и, ну, в общем, такие дивертисменты, понимаешь? А было иначе, когда мы с ним просто ругались со страшной силой. Он мне устраивал какие-то ужасные по телефону скандалы, и кричал так, закатываясь. Я даже видела его позу, как он закатывается. И говорит: «Я не меньше вас литератор». И что-то такое, от чего-то меня отстранял. А бывало так, что он, значит, вето накладывал вообще на все подписи и говорил, что... А сам в это время был то ли в санатории, то ли лежал, как всегда это мы называли, на сохранении в Кремлевке. И сказал, что все подписываю только я. Все подписывает только Устишевой. И надо сказать, что в редакции все это воспринималось с юмором. То есть какие-то вот такие его вещи большинством, понимаешь, воспринимались, ну, как бы вот нашло на него и сойдет с него. Злобы такой не было. Он редакцию собирал по принципу труппы. У нас были все там герои-любовники, героини, субредки, кто еще там полагается по табели о рангах. Ну, в общем, на все труппа, с которой можно поставить любой спектакль. Понимаешь? Возможно, это было совершенно бессознательно. Ну, он человек театральный, поэтому он так и поступал. И правильно делал.
Чутье у него, конечно, было фантастическое, каким никто не мог похвастаться из профессионалов. Мы посмотрели у себя в редакции, Москва слезам не верит. По-моему, принес нам Черных, который дружил с нашей редакцией, Валентин Константинович. И Евгений Данилович выскочил из зала, когда кончился, и сказал, что это хит. Хит. А мы нифига не понимали. А Евгений Данилович сразу понял, что это хит. И пришла осень, и я увидела, наконец, эти очереди длинные. Конечно, он был крупнее и выше своего времени, если это время ограничивать пониманием от этих идейных и идеологических доктрин, о которых мы говорим. Конечно, он был крупнее. Но он им не изменял. Он в этом смысле, так сказать, вот он был, говоря сегодняшним языком, профессионал партийного пиара. Талантливых людей, защищающих эту, так сказать, вот эту партийную позицию того времени, не больше, чем в любой другой области, как среди диссидентов, так и инакомыслящих. Вот он был спасением, потому что он талантливо это делал. Он это делал талантливо. Он любую вот эту самую, ну, не могу сказать чушь, это глупо было бы, но любую из этих доктрин так расцвечивал, так находил аргументы в ее пользу, что это можно было диву даваться. У него была не такая статья о Брехте и Станиславском, где он как бы доказывал, что Брехт и Станиславский достаточно близки друг к другу. И делал это совершенно мастерски, при том, что Брехт и Станиславский совсем не близки друг к другу и являются прямыми просто антагонистами в творческом смысле. Но Евгений Данилович умел примирять непримиримое. И вот умение примирить непримиримое было, наверное, частью его жизни и частью вообще жизни, в которой мы жили.
до 19 лет я жила в ощущении, что мой папа – это сама правда, сама справедливость, в общем, там все прекрасно. И папа, конечно, был очень ярким, очень талантливым, любимым отцом и любящим отцом бесконечно. И вдруг в 19 лет, когда у меня возник серьезный роман, он был литератором, и мы вместе с ним отправились в его какое-то общество, где были люди, мыслящие иначе, нежели было принято. И они в разговоре с этим самым моим возлюбленным по имени Феликс что-то такое вдруг сказали в каком-то контексте, как-то очень пренебрежительно, или что-то такое про Суркова, или про Еде, или про Ежена. В общем, или потом это я узнала, что его зовут Еженом. Короче говоря, что-то весьма нелицеприятное. Я просто не поверила своим ушам, а Феликс так быстро толкнув, сказал, тихо, это его дочь, между прочим. И когда мы вышли, я говорю, Феликс, а что это такое вообще? Как это так? И действительно для меня это было какой-то новостью, что, оказывается, не все обожают моего отца, как я думала. Да, это было в 19 лет, а до 19 я прожила в этой сказке, да. А что касается дальнейшей жизни, то, конечно, я понимала отлично, что отец ведет определенные, как говорится, игры, что ли, что кто-то его любит, кто-то его не любит. Конечно, он был всякий разный. Для кого-то он весь одной краской. Для меня совсем не одной. Более того, мне открывались частично какие-то сомнения Евгения Даниловича. Они у него были предостаточно, потому что он был, конечно, невероятный рефлексант. Скажем, он такие вещи устраивал. Он напечатал в «Правде» подвал о романе, одном из последних, Юрия Бондарева «Берег». Роман этот мне не нравился. А он написал очень такую пафосную статью. И Евгений Данилович придумывает что-то обязательное, почему я должна в воскресенье к нему заехать домой. А мне на дачу ехать. Я, конечно, чертыхаюсь, но мы едем с мужем, а он к этому относился свято, начальник для него было все. И он меня там ждет, а я иду к Евгению Даниловичу. Выясняется, что Евгений Данилович позвал меня не для того, чтобы там дать мне какую-то рукопись, а для того, чтобы я ему сказала, что я думаю о его статье. И я ему рублю правду матку. И что же? Он смиренно слушает это и пробует со мной спорить. И я чувствую, что я для него в какой-то мере рупор этой самой либеральной интеллигенции, и что вся либеральная интеллигенция, или большинство ее, думает примерно про его статью так же, как я. Он вообще имел привычку все статьи править, которые к нему попадали, своей рукой. И я к нему пришла и говорю, Евгений Данилович, у меня к вам просьба, пожалуйста, никогда мою статью не правьте. Если вы что-то от меня хотите, скажите мне своими словами, а я уже постараюсь сделать либо не сделать, как договоримся. И давайте заключим такое соглашение, что я только сама своей рукой правлю свои статьи. И он согласился. И договор был до самого конца. Он бывал дома у нас очень часто. И дома, и еще чаще на даче в Переделкино. И, в общем, там я выразил скромное желание напечатать какой-то текст про кино, о том, о чем мне интересно, о картинке, изображении глазами искусствоведа кино. Я к тому времени уже работал в издательстве искусства. И он сказал мне, знаешь что,
конечно, ты напечатаешься, я тебя напечатаю, но если это будет хороший текст. Ты знаешь, я плохих текстов не печатаю. И хоть ты сын моего друга, да и сам ты, в общем, мой приятель хороший, но черта с два я напечатаю твой плохой текст. Я говорю, ну хорошо, я напишу хороший. Он говорит, а это мы посмотрим, насколько он будет хороший. Я написал текст, он посмотрел, так довольно мрачно и скептически, и выбросил его. И перечеркнул толстым красным партийным карандашом. Тогда в советские времена были приняты такие партийные карандаши, у которых даже маркировка, вот как у чешских карандашей, там Кухенор есть, да, а у них была маркировка Кремль. Были вот тонкие карандаши для черчения, назывались конструктор, а эти карандаши назывались Кремль. Вот этим кремлевским карандашом перечеркнул мой текст и выбросил. Довольно ехидно. И думал, что я покончил с этой дурацкой мечтой писать о кино. Вот. Но не на того напал. Потому что я написал второй вариант текста. Он уже так хмыкнул, по-другому прочитал и выбросил его менее язвительно, скажем так, менее издевательски. И решил, что ну теперь-то этот парень вообще забудет навсегда эту хрень собачью, вообще никогда не будет этим заниматься. Но он опять не знал, на кого он напал. Я ему прислал третий вариант. Принес в редакцию, уже не дома, вот, на улице Усияевича, в редакции «Искусства кино», замечательная, которой сейчас нет. Там был свой просмотровый зальчик. Вот. Он там на полях чего-то написал, какие-то там ноты бена, какие-то замечания. Он не писал длинных текстов, он просто подчеркивал текст и что-то ставил, какие-то закорючки. Я переписал все. Я переписывал 9 раз этот текст. 9 раз. Статью в журнал. После чего вышел такой текст, который просто прозвучал. Мой папа, когда он занимал ту или другую должность, то через некоторое время он начинал со страстью, а потом он начинал на эту тему страдать. Разные были поводы, я, конечно, их совершенно не помню. Это мама моя все терпела, все эти... И он начинал говорить: «Липа, уговори меня оттуда уйти». Мама уговаривала его долго, и он говорил, что он пойдет в Институт мировой литературы и будет сидеть и писать, значит, книжки. И вообще ему все это надоело, он устал. Вот. Но когда, значит, наконец он уходил, или там его, ну, по-моему, он уходил у меня, ну, может быть, там складывались какие-то обстоятельства, при которых на самом деле он уходил. И тогда, значит, вот через некоторое время у него начинались, ну, теперь я думаю, что это были на самом деле депрессии. Он говорил, что ему никто не звонит, телефон молчит, он никому не нужен. И начиналось, в общем, мама его начинала выводить из этих депрессий. Но тут раздавался, слава тебе, Господи, какой-нибудь звонок, и его звали работать в какое-то другое место. И в частности, он пошел работать заведующим сценарно-редакционной коллегией в Госкино СССР. И я помню, как мой папа приходит домой и говорит: «Липа, я не знаю, что мне делать. Мне сказали, что мы должны в месяц из моей зарплаты платить, ну, я сейчас не помню уже те деньги, например, 70 рублей или 7 рублей или сколько. И мне будут выдавать какой-то паёк кремлевский. Я этого не хочу. Зачем?» Я отказался. Мама говорит: «Совершенно правильно. Нам паёк не нужен». Он приходит какой-то там день, следующий день, говорит: «Ты понимаешь, какой ужас. Мне сказали, что этого нельзя делать. Ну, Женя, в конце концов, это не так страшно.
Ребята приезжают к нам на дачу, все студенты, будем их кормить, поить. Тоже неплохо. Ты думаешь? Ну, в конце концов, у меня нет выхода. Ну и действительно, с этого момента появился этот так называемый кремлевский паёк, не первого ранга, как я потом понимала, но были такие, значит, талоны на, они назывались обед и ужин. Можно было ездить в тот самый дом на набережной Трифоновский, и там внизу со двора было очень специальное место, где на самом деле можно было, например, покупать апельсиновый сок в пачках, я имею в виду. И когда я принимала потом иностранных гостей в отсутствие папы с своими друзьями вот в нашей квартире, то, значит, самое большое, считалось это роскошно, мы наливали водку, а туда заливали этот апельсиновый сок. Вот такие бутыли. И очень хорошо все напивались, целую ночь тут гуляли. Папа отдыхал где-то в санатории, меня вызвали в первый отдел. Говорю, а что это такое? Он говорит, ты что, соображаешь? Это первый отдел, это КГБ. Меня вызвали, у тебя весь фестиваль прошел через мой дом, оказывается. Ты соображаешь, что ты делаешь? Я говорю, а что, разве нельзя? Он говорит, об этом надо сообщать. Я говорю, мне об этом вообще никто никогда не говорил, что надо сообщать. Это вот ты мне сообщаешь. Ну, 2 или 3 раза мне предлагали вступать в партию. И папа вяло, когда я ему говорила, пап, вот знаешь, вот, Оля, ну, может, с ума сошел? Конечно, я не созрела. Я не созрела, я им говорю. Олька, он говорит, ну, может, все-таки имеет смысл? Все-таки тебе же жить, Оля. Ты что, с ума сошел? И папа замолкал, чтобы он мне как-то по-серьезному пытался меня куда-то вот ткнуть в этом направлении. И если вот я не знала, райком, партком, кто это такие и что это за организации, клянусь вам, он говорил, Оля, ну ты просто, ну ты старая барыня на вате, это его обычно, ну старая барыня на вате. Оля, как ты будешь жить? Я, конечно, не была в восторге от советской власти, но сама я себя ощущала довольно свободным человеком. Я не помню, чтобы я заставляла себя делать то, что вот действительно я делаю для того, чтобы делать какую-то карьеру, или меня к этому побуждали, я бы так сказала. Но, видимо, это и называется быть, с другой стороны, дочкой номенклатурного человека, потому что это, конечно, была заслонка, так как я попала на съемки к Андрею Тарковскому. Тарковского, конечно, в моем доме обожали. Так, если одним словом сказать. И даже к Ларисе Павловне привыкли быстро. Когда они уходили, папа говорил, все-таки я не могу понять, для чего ей понадобился Тарковский. Ей нужен генерал-полковник. Вот я помню. Вот. Но, тем не менее, Лариса тоже была, в общем, можно сказать, своим человеком в доме. Всегда, конечно, готовился тщательно этот стол. И мама, вот там, стоя на кухне в этой квартире, когда уже мы жили, они обычно всегда опаздывали из-за Ларисы. Андрей был очень точный, Лариса никогда не была точна. И, ну, где же они, где же они, где же они? Наконец мама кричала с кухни, идут, идут. И уже, значит, видно было, все бежали к балкону, и Андрей с Ларисой, значит, Андрей махал вот так рукой, Лариску, как-то я помню, в этой огромной шубе. Значит, Андрей как-то маленький рядом с ней казался. Самое, может быть, интересное, что я всегда вспоминаю, и жаль, что этого было мало, он иногда любил меня позвать к себе в кабинет и начать со мной какую-нибудь
беседу на какую-то совершенно неожиданную тему. Он вдруг мог мне прочитать стихи Бялика, который я, по счастью, к тому времени уже... Знаешь, это был замечательный еврейский поэт, у нас запрещенный, про которого я знала только потому, что я этот самый... Там издат читала, понимаешь? И поэтому я не оказалась в просак. И он читал мне просто поэму большую его наизусть. И тогда я подумала, никогда до этого не думала, что вообще, каких кровей Евгений Данилович. А тогда я подумала об этом вообще, с каких он кровей, из какой он семьи. Папа с мамой поженились, это был... Ну, поженились, стали жить вместе, как в те времена. 39-й, наверное, год. До войны, а я родилась все-таки в 45-м. Так что там происходило, я не очень хорошо знала. И вот я как раз очень интересуюсь всем этим, но, к сожалению, сведения были очень скудные. Бабушка была из Риги, Елена Христофоровна. Она считалась латышкой, и говорили они с папой часто по-немецки. Моя мама не понимала абсолютно, ну, я, соответственно, тоже. И я очень интересовалась. Бабушка, а если ты латышка, почему ты говоришь по-немецки, а не по-латышски? И бабушка говорила, ну, она мне, Ластенька, ты должна знать, что в Латвии только слуги говорят по-латышски. Ну и поскольку, значит, из этого я делала вывод, что у бабушки, очевидно, когда-то были какие-то слуги. Ну или, по крайней мере, домработница, как у нас Елизавета Степановна. Все окружение было немецким.
Я знаю, что были очень многие арестованы перед войной. Моему папе тоже грозил арест. То есть по линии, по-моему, именно немецкой. И кто-то что-то сказал, и мама с папой в тот момент уехали, вот я думаю, в Ростов. Но потом, я вот не уверена, я могу что-то путать. И как-то там разнарядка была выполнена, и папу моего никто никуда не арестовывал. Но то, что были арестованы тетя Вилюша, которая была Марта, вот, ну, имена говорят о себе, что это, конечно, были немцы. Ее увезли вообще парализованной в лагеря. Но, как выяснилось в абсолютно зрелом возрасте, что мой дедушка Данила Агапыч был отчимом моего отца. А у моего отец был евреем, но я, к сожалению, никаких подробностей о нем не знаю. Ну, фамилия его как будто бы дистиллятор, как говорила вот Лизавета Степановна и моя мама. Но папа со мной никогда на эту тему не разговаривал. Вот когда в очередной раз уже в довольно взрослом состоянии я приехала из Голландии, я стояла на кухне, он сидел на диване, он, глядя на меня, сказал: «Ольга, ну что-то все-таки в тебе еврейское есть». Сказал: «Папа, слушай, не валяй дурака уже, значит, что-то. Ну, четверть есть». Кто тебе это сказал? И вот чем это было вызвано, я совершенно не могу понять. Мама моя это объясняла тем, что моя бабушка была очень крутого нрава, и она не очень... Дедушка ее любил, вот Данил Агапыч, без памяти, и что она довольно сурово с ним обращалась. И папа, видимо, тоже в детстве, или там пока не жили вместе. И что у папы было чувство вины перед Данилом Агапычем Сурковым. Он его очень любил, Данил Агапыч, своего приемного сына. И он не хотел, так сказать, эту тему... Якобы из-за... Ну, дедушки столько времени не было уже в живых, Данила Агапыча. В общем, для меня это осталось... Либо был вот тот испуг какой-то страшный, то он немец, то он еще оказался евреем. В Горьковском драматическом театре работает один из старейших режиссеров русской драмы, народный артист РСФСР Николай Иванович Собольщиков-Самарин.
Сейчас Николай Иванович репетирует пьесу Шекспира «Зимняя сказка». За 55 лет сценической деятельности он воспитал не одно поколение актеров. Правительство наградило выдающегося мастера советского театра орденом Ленина. Когда началась война, я знаю, что его не взяли на фронт из-за плоскостопия. Он предлагал свои услуги в качестве переводчика, потому что он блестяще владел немецким языком. Но так случилось, что где-то несколько месяцев он был при жене. Она была актрисой театра, они ездили по разным там маленьким городам, гастролям. И здесь произошел один интересный случай. Дело в том, что Михаил Борисович Храпченко, который был в это время наркомом по делам искусств, он был тоже из Нижнего Новгорода, и мы строили встречу. Ну, встреча прошла, планировалась минут на 8, говорили они там час, а может быть даже больше. Сурков оттуда вышел уже с каким-то начальственным портфелем. По-моему, он стал исполняющим обязанности начальника главреперткома страны, ну или во всяком случае каким-то человеком вот из этого очень узкого круга решающих, так сказать, все людей. Это, он не был членом партии, в партию вступил значительно позже. И это вот в этом как бы один из парадоксов системы, которая иногда вот могла принимать вот такие совершенно, ну, такие вот парадоксальные, очень резкие решения. Я его спрашивала, а что вам запомнилось из вашей деятельности на посту начальника главреперткома? Ну, например, ему запомнилось, как он принимал репертуар Вертинского, когда Вертинский приехал в Советский Союз, когда он вернулся. Ну, я спросил, ну, а как вы принимали? Ну, в общем, Сурков нехотя сказал, ну, пару песен пришлось запретить, иначе просто бы меня никто не понял. Ну, было понятно, надо же было показать работу чиновника. Или они принимали спектакль в Малом театре, какая-то абсолютно советская пьеса про Сталина, где Сталина играл великий артист Алексей Денисович Дикий. И Сталин вышел, Сталина делали в этом спектакле без грузинского акцента. Комиссия сидела обомлевшая, потому что ну, вот на языке жестов и языке условности той эпохи это означало очень многое. Когда закончился спектакль, была пауза, Сурков встал и стал первым аплодировать. Он понял, что это то, к чему как раз стремился Сталин. Есть еще один эпизод, в достоверность которого как-то сложно поверить. Это то, что когда Михоэлс поехал в Минск на просмотр спектаклей, которые были выдвинуты на соискание Сталинской премии, он должен был взять с собой Суркова. Сурков тоже работал, ну, то есть каким-то образом, может быть, как чиновник, был связан с этой комиссией по сталинским премиям. И утром ему позвонил Храпченко и, видимо, сохранил ему жизнь. Потому что поехал другой человек, критик по фамилии Голубов, который потом вместе с Михоэлсом принял вот эту вот ужасную смерть, которую им там в этом Минске уготовили. Ну, иногда бывает, что человек предполагает какие-то ситуации, он мог там оказаться. Но вот про Храпченко мне Сурков, например, говорил совершенно определенно, совершенно определенно.
Но даже для него оставался вопрос, случай ли это, или это отношение Храпченко, который решил таким образом переиграть его судьбу. Я думаю, что и Храпченко, естественно, мог многих подробностей не знать. Видимо, это все-таки случай. Но даже случай у Суркова всегда был приподнят на какие-то катурны, случай всегда носил характер рока. Я эту встречу с Храпченко даже воспринимал в некотором смысле как встречу Фауста и Мефистофеля. Человек жил в тех обстоятельствах. Не служить системе, быть кем-то на периферии системы. Но иногда система сама выбирала таких людей, потому что она нуждалась в тех, кто все-таки на голову выше других. Изучение характера само по себе настолько важный, интересный, глубокий, многосторонний и емкий процесс, что сам момент анализа, момент углубления в различные свойства, сопоставления этих свойств, выяснения этих разных аспектов и составляет главное и для актера, и для зрителя, который следит за его творчеством. Я думаю, что вообще ведь очень многое изменилось сейчас в типе актера. Очень редко встречается актер односторонне эмоционального плана. Очень редко можно встретить сейчас актеров, которые злоупотребляют исключительно только жанрами, характерными красками. Преимущественное внимание к интеллектуальной сфере, стремление сыграть мысль, сделать мысль главным субъектом и объектом сценического творчества, сделать мысль героем спектакля. Это может быть одна из наиболее любопытных и наиболее своеобразных черт современного этапа в развитии театра. В кино он попал действительно совершенно случайно. И, конечно, страстью его всю жизнь был, безусловно, театр. Театр, драматургия и так далее. И он всегда мечтал, это была тайная и самая несбыточная мечта, получить свой театр. Когда-то об этом шла речь, когда ушел Плотников, или его убрали из театра драмы и комедии. Но там, значит, была схватка боевая, в результате которой победил Любимов. Но, тем не менее, значит, снова и снова папа как-то, видимо, надеялся на этот театр. И они с Тарковским любили помечтать, что папа будет Немировичем Данченко, а он, значит, будет Станиславским. И по мере того, как Андрей расходился в своих мечтах, папа как-то замолкал, и Андрей там говорил: ну, Евгений Данилович, ну что же вы? Ну, вот, понимаете, вот... Ах, Андрей, ну не будем об этом. Это так больно. Этого не будет. Это так больно. И действительно, как-то было видно, что ему правда больно. Он дружил с Андреем Тарковским, и здесь ему тоже нужно было очень придерживаться невероятной политики. Невероятно такой казуистической. С одной стороны, он печатал какой-то его сценарий, с другой стороны, он не печатал рецензии там, на какие-то его фильмы. Я думаю, что это просто так для него не прошло. Это все оставались какие-то ужасные пятна, не знаю, на совести.
Но при этом все-таки они никогда не шли на разрыв. Ну, что касается их отношений, то, конечно, когда отец очень защитил Рублева, и это правда, и, как говорится, и «Солярис», безусловно, это были первые рецензии, опубликованные, между прочим, о «Солярисе». По-моему, их было 2. Ну, как папа, собственно, всегда хотел, чтобы те фильмы, которые были спорными, чтобы их, это была всегда его точка зрения, сколько я ее помню, чтобы их не клали на полку, а чтобы их выпускали, и чтобы было 2 точки зрения. Начиная с «Зеркала», отношения их не со стороны отца, со стороны Андрея, хотя он к нам также приходил, но они явно осложнились, потому что отец не сумел опубликовать положительной рецензии никакой на «Зеркало». Ну и Андрей, в общем, в каком-то смысле отцу это не простил. Для меня он, как критик, один из интереснейших собеседников. Энциклопедически образованный человек. Мне, автору картины, рассказавший о ней таким образом, что мне было интересно читать. Я как бы совершенно по-другому посмотрел на фильм. В данном случае я говорю в первую очередь об «Охоте на лис». «Охота на лис» имела такую сложную, в общем, биографию, как биографию фильма, там, со сдачами, сложностями, цензурой и прочее, прочее. И мы с Миндадзе людям, которых уважали как критиков, показывали время от времени. И вдруг Сурков сам попросил показать. Мы привезли его сюда, на Мосфильм, и в монтажном зале картину показали. И мне неудобно, как автору картины, говорить о том, что он был под мощным впечатлением, но это так. Потом он написал рецензию, но это не просто рецензия на фильм, это был разговор о картине. Называлась она «Петр ищет Павла», и была насыщена такой таким культурологическим инструментарием, так освещена с разных точек зрения, что представляла собой очень такую любопытную, повторяю, не просто статью, а беседу со зрителями, одновременно с авторами картины. И там был и Достоевский, и Тютчев, и Карл Маркс, и Чехов. Там очень сложная была такая суперпозиция людей, авторов, которые рассказывали, которые говорили о, не хочу сказать механизме, которые говорили о необходимости для того, чтобы познать себя, познать другого человека и наоборот. Петр ищет Павла. Чрезвычайно интересно. Мне и в голову никогда не приходило вот с этой точки зрения посмотреть на этот фильм. Может быть, это было главным для Суркова. Может быть, он много думал об этом, много чувствовал про это. Но, еще раз говорю, для меня это, наверное, самое объемное в количестве смыслов и как бы точек освещения коллизии картины, понимаете, из всех рецензий. Это были времена, когда достаточно откровенно было трудно написать об «Охоте на лис». Такова картина, таковы времена.
мы с ним познакомились в театре Моссовета. Я ставил спектакль Штейна «Версия», а в этом спектакле играла его жена. И получилось так, что мы с ней каждый день виделись, и каждый день она мне рассказывала про Евгения Даниловича. Я говорю, слушай, какой занятный тогда старикан для меня был. Я был молод, наглый и так далее, и так далее. А жена его, Олимпиада, Липа, вот она говорит, подожди ты смеяться над ним. Когда я первый раз его увидел, и мы собрались где-то в гостях, он начал с того, что «А что такое Россия?» «А что такое Россия?» Он говорит, это страна рабов, сверху донизу. Я что-то странно подумал, господи, что это какой-то другой Сурков. Я такого не слышал и не знаю. Вот. А потом, когда он начал рассуждать на эту тему и говорить тексты, а тексты страшные, просто страшные. А тогда страшные тексты не имело иногда смысла говорить. И там рядом могли быть люди, которые передадут. И когда у меня вдруг поползли глаза на лоб, он сказал, успокойся. Дело в том, что этого никто не читает. А это сказал Чернышевский. Россия – страна рабов. И не пугался. Знал, что, наверное, Чернышевский знал, что писал. Понимаете? Вот. Особенно там 4 вида рабов. Особенно страшный вид 4, когда они знают, что они рабы. И у них слюнки текут от того, что они рабы. Вот оперировал чем Евгений Данилович. Комплименты его власти всегда были какие-то подпорченные. Типа, знаешь, вчера ты так хорошо выглядела. Я помню, значит, вечер в Доме кино. Журналу присуждали не только это «Красное знамя», не только какой-то орден. Во-первых, это отдельная песня, это Сурков с красным знаменем на сцене. Это как гений и злодейство. 2 вещи несовместные. Сурков и «Красное знамя». За большой вклад в развитие советского киноискусства и в связи с 50-летием журнал «Искусство кино» награжден орденом Трудового Красного Знамени. Орден вручает председатель Госкино СССР Филипп Тимофеевич Ермаш. Награда высокая и обязывающая. И потом в своей речи он сказал вещь, которая меня совершенно поразила. Он сказал, спасибо вам за то, что мы можем спокойно работать. Но большего плевка власти благодарить за то, что можно спокойно работать, просто не придумаешь. Он был последовательным. А пришел момент, когда начали рушить все, появились идеи, воплощением которых стал хитроумный Яковлев. Евгений Данилович не уловил. Я помню, значит, какая-то была у него публикация после того, как Вайда за человека из мрамора... Железо. Железо. Из железа, да, человека из железа получил в Каннах там первый приз. И Сурков разразился обличением этого факта. А уже никому это не было нужно, даже там, наверху.
И там мне тогда водили, говорили, ну, уже Сурков надоел со своими этими. Понимаете, вот эта вот твердая позиция защиты социалистических достижений и марксистско-ленинских эстетических критериев, она уже была не востребована. Евгений Данилович, ну, то, что называется в последний момент, перегнул. Он иногда переигрывал, как бы. Да, и, возможно, проигрывал. Но он любил играть, он был игроком, очень увлекающимся. Думаю, что он себя как-то сам убеждал, настраивал, накручивал вот на такие вещи. Конечно, он как-то имел в виду некое партийное задание, но при этом он должен был сам себя убедить, во всяком случае, в том, что Вайда, например, там, условно говоря, Вайда совершает ошибку или там попал под влияние буржуазной идеологии или еще что-то в этом роде. Ну, просто мне сейчас трудно как-то вспоминать вот такие вещи, потому что я его видел с другой стороны. Все-таки он вот в общении со мной всегда был каким-то очень открытым, очень приветливым, и никакой там особой эксцентричности я не наблюдал. Хотя слышал об этом постоянно, там какие-то рассказы, легенды, но тут не могу быть свидетелем. Помню еще такой эпизод. Это был 4-й съезд кинематографистов, на котором я видел единственный раз в жизни Андрея Тарковского. Вскоре он уехал. И на этом же съезде выступал Евгений Данилович. И вдруг он сказал, и вот эта жестокосердная женщина, его глаза прямо сверкнули каким-то страшным гневом, имел в виду Маргарет Тэтчер, засадила за решетку этих прелестных молодых людей. Они там умирают. Его темперамент, эмоции прорывались иногда совершенно неожиданно в каких-то даже вот политических речах или где-то, где, в общем, как бы места не было. Потому что обычно это были всегда скучные какие-то доклады, унылые по бумажке. Вот. Он, конечно, был человеком другим. Как бы вот, ну, уже говорил о том, что играя по тем правилам игры, он все равно их нарушал просто неординарностью, незаурядностью своей натуры, своей личности. Как и вся созидательная деятельность народа, творческий труд мастеров кино вершится ныне под знаком вдохновляющих решений 26-го съезда КПСС. Горячо одобряя решение партийного съезда, работники советского кино заявляют: курс партии – это и наш курс. Цели партии – это и наши цели. Дело партии – это и наше дело. Он очень любил даже обсудить проблему иммиграции. Но когда это как-то касалось непосредственно уже этой, то вдруг он резко поворачивался и начинал говорить что-то там, я не знаю, про сложности капиталистического мира. Ну, он говорил, конечно, более умные вещи, но как на самом деле все непросто, как это самое. То есть я понимала, то есть тогда я с ним просто спорила. А сейчас я понимаю, что, конечно, мысли у него были разные, но он, отдаваясь им, потом пытался себя же самого вырулить в нужное направление. Когда мы ездили в Грузию, он мне сказал: а ты знаешь, Олька, а ведь мне в Германии предлагали остаться. А как бы ты к этому отнеслась? Хорошо, хорошо, я очень хорошо бы к этому отнеслась. А интересно, а что бы вы с мамой в этой ситуации делали? Мы бы к тебе постепенно приехали. Ну, подумаешь, немножечко бы подождали, а потом бы к тебе приехали. Ах, Ольга, это тебе так кажется. И как ты переходил к другим темам. Но это... Или мне... А ты знаешь, ведь мне в Париже в гостиницу очень много книг подложили. Их подкладывают. Я просмотрел, но один раз только он привез домой «Доктора Живаго». Это было вот в таком вот маленьком карманном издании. Это единственное, и он очень боялся. Он говорит, я решился. Но, слава богу, как-то это все прошло. Ну, его как-то не обыскивали, он шел, ну, понимаете, опасность определенная была.
Поэтому, конечно, было очевидно, что он жил двойной жизнью. Иногда мне казалось, что он... иногда я понимала, для чего он делает какие-то ходы, конечно, спорила с ним, ругалась и все. Единственная его самая большая и катастрофическая ошибка была, что касается его художественных пристрастий, я имею в виду, ну, и катастрофическая для меня. И он всерьез, ему не понравилась Муратова. Это единственный раз, когда мне показалось, ему как-то изменил вкус. Она ему, по-моему, всерьез не понравилась. Это были долгие проводы. Конечно, он был главным редактором журнала, поэтому, как говорится, вкусовое дело – это одно, а печатать что-то в журнале или не печатать, или что печатать – это уже другая история. Но я говорю, конечно, с своей точки зрения, безответственной. Например, ему не нравился скверный анекдот. И у меня лично, как у зрителя, это не вызывало никаких возражений, потому что мне тоже скверный анекдот не нравился. Но это уже целый разговор об этом. А что касается Муратовой «Долгие проводы», то мне это казалось выдающейся картиной. Я и сейчас, я говорю, считаю выдающимся режиссером. И когда отец там как-то, в общем, не поддержал ее, это было тоже поводом для наших таких разговоров на эту тему. Когда я дал согласие Суркову идти к нему заместителем, и Сидор Шток, ну, хороший драматург, чего там, говорит, он мне сказал: ну, Даль, вы работу с Сурковым будете вспоминать как факт биографии. Чем мы с вами, Артур, и занимаемся. Я это вспоминаю как факт биографии. Шток оказался прав. Другой выдающийся деятель отечественной культуры, профессор Байджиев Григорий Нерсесович, выдающийся театровед и завкафедры зарубежного театра в ГИТИСе. Он, когда, а мы как-то очень симпатизировали друг другу, общались, он мне сказал: Женя – это человек без морали. Это когда я ему сказал, что я иду к нему работать. Так что в этом смысле циничен или не циничен. Опять-таки, как понимать это? Или это гроссмейстерский цинизм, или что? Или искренность, в которой я... Он действительно человек без морали. Но я не могу так взять и приговорить человеку. Понимаете, одно дело на бытовом уровне, как мне это самое. Но в принципе, в любом подобного рода высказывании можно обнаружить рациональное зерно. Можно. Поэтому при определенном угле зрения, конечно, без морали. И, конечно, цинизм. Потому что, ну, все мы были, опять-таки, что там, он человек выдающийся, я, как говорится, человек простой, но все мы были циниками. Я помню любимые высказывания 60-х годов. Главное среди интеллигентов, главное не терять равнодушие. Хорошая формулировка. Вот я помню... А он-то был человеком неравнодушным. А он был неравнодушным. Он, ну, понимаете ли, тоже... Он не мог, не позволял себе, не хотел. Он не просто был неравнодушным человеком. Он весьма возбуждался и обострялся от риска потерять вот этот статус преуспеяния в условиях советской власти.
Ну, любят иногда люди, что он может входить к королю. Вот он любит, вот, понимаете, вот у него была такая история. Вот вы не можете к Суслову зайти, а я вот, знаете, могу написать чего-то и сказать, или Суслов мне говорит, а как вот здесь вообще, что-то такое страшное, там Виктюховщина какая-то. Сейчас объясню. Вот любят. Положительно ли это или отрицательно, да что кто знает. Ну, есть такое понятие здорового цинизма. А когда это было нужно, то, ну что ж, он поступал достаточно цинично. Но, в принципе, нет. В принципе, нет. Он, в общем, был, конечно, романтик. Очень подавленный романтик. Он все это в себе давил, душил. Он не был циник совсем. Он был романтик. А романтик – это тот человек, который… Не тот, который вот думает, что все вокруг розовая вода. Это не романтик. Вот тот, кто видит, что вокруг все розовая вода, называется не романтик, а называется дурак. А романтик видит, что вокруг все черно. Но что надо через это пробиться и выиграть или умереть. Вот у него была такая позиция. Так что он, конечно, понимал, что происходит. Но при этом, конечно, он был идеалист, потому что все романтики идеалисты. Если он что-то делал, он должен был для себя это нравственно оправдать. Он не был циником, он не был абсолютно материалистом. Я имею в виду в том смысле, что материальный мир он абсолютно не ценил, в смысле доходы, вещи, только книги. Библиотека – это было действительно в семье святым. И даже моя мама, которая, ну, конечно, читала что-то, но не таким уж была большим чтецом, но она, начиная с Бауманской книжки, которые там стояли, и потом все это перевозилось, она говорила, они со мной путешествовали, я их возила за собой всю войну. Это мои друзья. Хотя библиотека, конечно, росла и выросла очень сильно. Но книги – это было святое. А все остальное абсолютно нет. Абсолютно. Дачи, когда… Все имели дачи. Но когда приходил папа, пару раз, я помню, и говорил, Липа, знаешь, в Союзе какие-то участки распределяют дачные. Мама говорила, что с ума сошел, а что мы будем с ним делать? Ну, может быть, вот некоторые какие-то дачи строят. Ты сошел с ума. Кто этой дачей будет заниматься? Да, конечно, некому. Никому в голову не пришло, что надо, например, заиметь дачу. Машину. У папы была персональная машина, когда он занимал эти должности. Но у нас никогда в жизни не было своей машины. Когда я поставил «100 лет одиночества» Маркеса, знаете, 100 лет одиночества Маркеса, меня вызвали в ЦК партии, и человек, который сказал, вы поставили развратный роман, развратный спектакль, который развращает нашу молодежь, и вообще мы получили письмо, чтобы вас изолировали от этого общества. Я говорю, откуда? Он говорит, человек сказал, от нефтяников, молодых нефтяников, что такое роман нельзя ставить. Это гадость, это мерзость. Я говорю, он, во-первых, роман получил Нобелевскую премию. Вообще, Маркес – это гений вообще. Да. Нет, вы, значит, заканчиваете с этим, все. Я говорю, а я буду ставить. Ну, почему? Гениальное произведение. Тогда вас вообще не будет, сказал тот человек. Я не хочу назвать фамилию эту. Его уже, наверное, нет, да. Тогда вас вообще не будет. Вот. Первый, у меня не было настолько, что половина Москвы мне не подавала руки, боялась, что все, с ним закончено, все. Я не мог дворником устроиться. Первым, кто позвонил, Евгений Данилович. Слав, приходи на ужин, тащи Машку. Знаете, я расплакался. Взрослый человек. Что вам Гекуба? Евгений Данилович. Он говорит, да подожди ты. Все.
подожди ты, я еще кончу хуже, чем ты, сказал он. Я говорю, ну вы-то уж, хо-хо-хо, хо-хо-хо, а что ха-ха-ха, и что хо-хо-хо. На похоронах в этом зальчике при больнице никого и не было, в общем-то. И у меня впечатление, что он знал все это про себя и про какую-то вот историю, которая должна с ним случиться. У меня с ним был один удивительный разговор, который, я думаю, объясняет все последующее, что с ним произошло. И разговор совершенно незабвенный, именно потому, что было потом. Я это прекрасно помню, ну, как сказать, тактильно. Был жаркий летний день, и мы шли с Евгением Даниловичем по направлению к метро Площадь Революции. Мимо тогдашнего музея Ленина, было ужасно жарко, все расплавилось. И он мне сказал: Майя, запомните, вот то, что есть сейчас, это навсегда. Другого ничего не будет. Поскольку он думал, что другого ничего не будет, а другое наступило, то, конечно, это для него оказалось сокрушительным. Оля уехала, и буквально, не знаю, на третий день уволили Евгения Даниловича. То есть такое ощущение, что просто ждали. Папа мой до того момента, пока я не расписалась с этим голландцем, абсолютно ничего не знал. Мама знала все. Но когда я папе об этом сказала, он, конечно, был в состоянии ступора. Ну что же, тебе, Ермаш, к самолету должен принести большой букет белых роз. Спасибо. Ну и действительно, понимаете, так случилось. Я, конечно, этого абсолютно не ожидала. Если бы я это знала, я бы никогда на это не пошла. Что его буквально чуть не на второй день отовсюду уволили. 1,5 года, по-моему, его вообще нигде не публиковали. Но, слава богу, ему дали курс в Авгике. Но, конечно, это был удар. Значит, во-первых, я уезжала. Во-вторых, я его обманула. В-третьих, я уезжала с 2 внуками, горячо любимыми. И я прекратила всю его карьеру. Вот он в ЦК все время ходил. Я не думаю, что это Ермашу очень нравилось. Что
через его голову там человек ходит из его структуры и решает какие-то там вопросы идейного свойства или обсуждения судеб каких-то картин или каких-то мероприятий. Вот. Поэтому, поскольку Сурков имел, в отличие от меня, наверное, какую-то все-таки свою внутреннюю линию, все время какой-то свой сюжет он вел и плел. Вот. Это не всегда вплеталось в то, что могло нравиться Ермашу. Подобострастие и понимание. И готовность, так сказать. Сурков все-таки мог отстаивать ложную точку зрения, но мог отстаивать. Это был не тот человек, с которым можно было выпить по кружке пива с прицепом. И, значит, соответственно, в матерных выражениях обсудить какой-нибудь фильм какого-нибудь режиссера, который уже совершенно всем проел прежде. Он хотел быть своим, но это было невозможно, он был другой. Он им мешал. Даже если бы он постоянно, что называется, поступал так, как надобно было поступать члену там коллегии и прочее, но все равно ужасно их раздражал. Это был чужой человек. И поэтому, вот когда вышла вся эта история, ничего, никаких там разбирательств, просто был повод с ним расстаться. И все это было сделано 3 дня. От него отвернулось огромное количество людей, которые до этого, конечно, искали общение с ним. Ну, это обычно так и бывает. Как он говорил, телефон у него там полгода, почти на полгода замолк. И только считанные люди все-таки его в этой ситуации не бросили, продолжали общаться. Вот. И я помню, что я и вот моя коллега Нина Агишева, с которой мы вместе тогда работали в газете «Правда», она была театральным критиком, мы даже несколько раз заходили специально вдвоем к Евгению Даниловичу, чтобы его вот как-то морально поддержать, понимая, что ему тяжело. Собственно говоря, мы и встретились с ним, когда он стал гонимой фигурой из-за отъезда Ольги. И, в общем, наверное, власть в каждом конкретном случае решала, что делать с такими отцами, у которых дети оказались неблагонадежными. И, в общем, ему оставили только институт. Поэтому, когда он пришел к нам преподавать, он сказал: я обещаю вам в конце 5-го курса мы издадим общий сборник, а если этого не будет, я повешусь. Вот здесь вот. И показал перекладину, значит, двери вот в этом помещении. Ну, слава богу, он не повесился, и книжку мы тоже не издали, потому что как раз изменились времена. Это он издал книжку, и, наверное, это было счастьем, потому что, в общем, он был, прежде всего, автором. Его приходы, вот такие медленные, по коридору, такие важные, они всегда были одинаковы, независимо от времени за окном, независимо перестройка там или в данном случае тяжелый застой, в который мы поступили. Ведь этот абсурд, он начался прямо с 1-го курса. Вы понимаете, что вы поступаете к человеку, а тут умирает один генсек, другой генсек, и вы живете в это тяжелое время перемен, но понимаете, что ничего не меняется, потому что ваша задача приходить и слушать этого мастера, смотреть фильмы, которые он вам показывает, ездить в Госфильмофонд и делать свою работу.
к нам приходили актеры. И не потому, что актеры хотели набраться ума-разума, там, когда речь шла там, о экранизациях, не знаю, Васа Железного или там романа Достоевского. Нет, он обладал совершенно уникальным, еще взятым, видимо, по наитию, по какой-то инерции у старых мастеров актерской школы, даром говорить, даром декламации. Он обладал совершенно потрясающей способностью менять модуляции, когда он говорил. Он впадал в такой раж, что мы сидели остолбеневшие, а актеры, наверное, просто приходили изучать эту технику. Я уже по прошествии, 30 лет после окончания института, и тогда и сейчас никогда не видел такой актерской школы. Даже когда я в лучшие годы малого театра там бывал, я видел, что актеры не способны справиться, может быть, даже они обладали куда более богатым тембром, но они совершенно не способны были вот к этому охвату фразы, к этому ее ношению, к этой ее нюансировке, к тому, что мог делать он. Потому что, когда мы говорим «театр потрясения», это, с одной стороны, очень банально, потому что трагик должен орать, трагик должен кричать, как, наверное, кричал там Юрий в свое время или тот же Николай Дмитриевич Мордвинов. Но это надо делать умело, это надо делать на какой-то очень хорошо отработанной актерской технике. Вот у Суркова это было. Откуда у него это было, я не знаю. Вообще он с театрами, конечно, соприкасался очень плотно. И некоторые нам интересные рассказывал секреты. Например, вот его молодого театрального критика отправили в какой-то маленький город, на разбор спектаклей. Он посмотрел все спектакли, он зашел в отдел кадров и выписал, кого из актеров как звали по имени-отчеству. И когда он стал с этими Васьками и Таньками говорить, а вот Татьяна Викторовна сегодня, а вот Василий Петрович вчера, актеры сидели потрясенные, потому что, они же как дети, их же привыкли там с одного горшка пересаживать на другой, а тут... И говорил он так: я должен научиться произносить твое имя. Я говорю, зовут меня Ситора, зовите Сита. Нет, Сита я звать не буду. Я буду звать так, как тебя назвали родители. Он долго учился. И надо сказать, что он единственный, кто меня называл правильно. То есть он запомнил имя таким, как оно написано в паспорте. Никакая Сита, Ситера, Ситара, Солита, все это не работало. И меня вот это всегда удивляло, что это единственный человек, который очень четко и ясно произносил мое имя. Меня это радовало. На этом этапе он был свободен от всех обязательств, и мы понимали, что вот эта драма, которая случилась до нашего отъезда дочери за границу, а это еще СССР, это еще никакой перестройки и близко нет. И вы понимаете, что это серьезная для того времени очень редкая ситуация, настоящая. Она была по-настоящему сложна, драматична и, главное, экстраординарна. Это был выезд за границу родной, единственной, любимой дочери, умной, талантливой, и дочери, на которой, в общем, он делал ставку довольно серьезную, как на аналитика, как на киноведа, как на искусствоведа. Дочь, которой он открыл дорогу к Тарковскому, дочь, которую он послал к Тарковскому, дочь, которую он сделал летописцем Тарковского. И, конечно, очень часто, даже во время самих лекций, он возвращался к этой теме.
неожиданно его уносила эта тема как бы разрыва, отъезда, вот этой тоски, вот этих разговоров. Это был наш частный разговор о внуке, который вдруг неожиданно он решил вот рассказать мне, в общем, постороннему человеку, как талантлив его внук, как умен его внук, как этот маленький мальчик в своем детском возрасте вдруг задевает темы Бога. Я думаю, что шок от отъезда дочери – это был тот случай, когда он утратил контроль над ситуацией. Это была большая человеческая драма и трагедия. Это была драма не просто отца, это была драма личности, потому что самый близкий человек ушел из-под его контроля в другую жизнь. Так он на человека ушел в другую жизнь, потому что он сам это все сделал, для того, чтобы человек ушел в чужую жизнь. Человек ушел в Европу, человек уехал в Европу, дочь единственная, любимая. Поэтому, мне кажется, в этом и состояла драматургия его жизни. Он, как ни странно, не хотел, но сделал то, что, в общем, может быть, где-то хотел. Он очень долго не решался поехать, потому что полагал, что ему не дадут эту самую характеристику тогда или что-то в этом духе. И когда мы переехали границу после Белоруссии и въехали тогда еще на поезде в Польшу, дети, Степа, старший внук, был с ним в купе, а Пашка, младший, был со мной. Они уже спали. Я вышла в коридор, а папа стоял в этом темном коридоре, так вот смотрел в это темное окно. Там еще не очень красивая Польша вырисовывалась, еще до Западного Берлина не доехали. И я так говорю: папа, что ты тут делаешь? Он так посмотрел на меня и говорит: ты не представляешь, какое это счастье еще один раз вырваться из этой тюрьмы. Он открыл для меня Томаса Манна. Я пошла, купила 10-томник Томаса Манна. Я начала его читать. Я читала «Волшебную гору» много раз. Я всю жизнь ее читаю. Даже когда мне совсем плохо, я перечитываю именно Томаса Манна. То есть он создал какую-то длинную парадигму лично в моей жизни, даже не связанную с кинематографом напрямую. Он нас развивал, он нам помогал, он нас пугал невероятно. Но ведь это и есть обучение. Это и есть тот опыт, который ты никогда не передашь формально. Неожиданно появился Иван Лиховичный, неожиданно появился Глеб Панфилов. Позже он пригласил Елену Михайловну Стешову. И это было здорово, потому что, конечно, он пытался дать нам гораздо больше. И он понимал, что чужой опыт, то, что нам необходимо, он никогда их не перебивал.
Он давал им абсолютно полную свободу, и это было замечательно, потому что гости чувствовали себя хозяевами положения. Этот разговор затягивался уже не на 2 часа лекции, а он выходил в коридор, мы не могли оторваться, и самому гостю было интересно пообщаться с нами. И я вам могу сказать одно. Я поняла на каком-то этапе, почему Евгений Данилович преподавал. Потому что ему было необходимо всегда слышать новых, молодых, талантливых людей. Он обожал студентов. В ГИК молодость он говорил мне, это вот я тоже хорошо помню его фразу. Когда он приходил сюда, и у мамы сидели ее же подруги, не буду даже называть их имен, и, конечно, все уже были пожилыми, они были еще старше мамы, хотя это были очень достойные и умные женщины. Оля, когда я прихожу и вижу тех же людей, я не выношу старость. Я оживаю... Это, конечно, неблагородно, можно сказать. Я оживаю только среди молодых. Я не могу этого выносить. Ненавижу старость. Его поколение сформировалось, выросло и, в общем-то, уже состарилось в ситуации несвободы. Он с этим смирился, во всяком случае, в нормальной, обыденной, рутинной жизни. Но на самом деле, конечно, его интересовали какие-то другие выси, и культурные, и духовные, и вообще его интересовало, как живут другие люди, как они мыслят, и что будет дальше. И когда произошла перестройка, уже, к сожалению, у него уже не было, видимо, физической силы, чтобы как-то принять в этом более активное участие. Но на самом деле, я думаю, что ему было очень интересно. И он был рад, что он все-таки дожил до того, как эта система, которой он все-таки много лет служил, хочешь не хочешь, в конце концов рухнула. Перестройку он воспринял как свой час. Он был еще уверен, что его снова позовут. И пришло его время. И вот это, конечно, для него было ужасно. Потому что, конечно, его время ушло, и никто его уже никуда звать не собирался. И для него это было огромным ударом. Он всегда говорил, что он страшно боялся вот этого социального одиночества. И зависть Олеши – это обо мне. Это мое. Он жрал себя поедом. И этим воспользовались те, кто, когда наступили времена либерализации, то, что называлось тогда перестройкой, те, кто пытались внушить его, что со смертью эпохи должно закончиться и его время. А его время, оно не закончилось, оно только начиналось. Потому что он вообще очень не любил такую публицистичность. А нам тогда, студентам, казалось, что вот он ретроград, это все устарело. А он думал о вечных вещах. И как критик в этом смысле, он в своей деятельности сместил акцент с социальной тематики на общечеловеческую. Это одни из заголовки, чего стоит постижение главного. А чего главного? Ясно, что не марксизм, а ленинизм, а чего-то такого, чего еще неизвестно, и что к чему еще надо идти, что надо еще что-то, что надо еще открывать. Именно Евгений Данилович Сурков в конце 80-х предвидел, больше всего и тогда волновало, знаете что, что культура движется по линии оглупления, примитивности. Он тогда это с очень зорким взглядом это понял, и он был бы очень нужен тогда. Это тогда, я помню, его фраза была «модных куплетцев и танчиков». Вот эту эпоху он предвидел. В концертной студии Останкино писался Михалков, и когда его спросили про этих людей, этих негодяев, которые пристраиваются к чистому имени перестройки, он назвал Суркова. Потом в газете, по-моему, «Собеседник» выступил Алексей Герман, который заступился за Суркова. Поэтому, в общем, здесь все отношения, они были, достаточно неоднозначными, что ли. Но и фигур такого уровня, на самом деле, тоже было очень мало. Поскольку
он исполнял функции и принадлежал к людям, которые ну, как бы формировали идеологию, даже не то, что, а служил той идеологии, ну, естественно, как племя мощное, племя, так сказать, если не молодое, то озаренное новыми идеями, конечно, не могла его принять. Это вполне естественно, тем более во времена, когда времени на раздумье нет, особого желания понять, что на самом деле происходит, тоже нет. И это вполне естественно. Ну, перестройка в Авгике была очень бурной. Многие считали, что Сурков, может быть, даже причастен к тому, что он ну, каким-то образом настраивал наш курс, который был достаточно революционным. Но я не могу вот это вот буквально подтвердить. Скорее, дело было в другом. Мы чувствовали, что мы в Авгике жили на каком-то обособленном положении. Потому что нас никто трогал, у нас никого не звали в партию, и у нас никого не посылали в ГДР. То есть на каждом курсе были как бы вот эти вот самые, ну, передовые, что ли, лучшие, выделенные. К нам, в общем, отношение было достаточно ровное. Нас как будто бы не было. Суркову дали возможность создать вот свою такую келью. И мы, в общем, этим пользовались, и с его подачи читали книжки. Вот у меня до сих пор хранится «Доктор Живаго» в карманном издании, который Сурков принес почитать мне, а может, еще кому-то давал. Но, тем не менее, «Доктора Живаго» во многом мы прочитали благодаря Суркову. Открыто поддерживать нас, вот тупо говоря, молодцы, давайте, вперед, сметайте, этого не было. Этого не было. Но ведь и не было и обратной реакции. Это как раз тот случай настоящего политика, когда вы не поймете истинное положение дел в его голове, но он все-таки где-то поддерживал это. Он понимал, что грядет что-то, но не понимал, что. Но поскольку в его личной жизни это уже произошло, мне кажется, он внутренне испытывал серьезную вот и симпатию, и эмпатию к тому, что происходило. Ну, представьте себе, взрослый мужик, ему уже лет было 70, по-моему, не меньше, не 75, влюбился в девчонку, понимаете? И ее везде, а он был очень популярный. Когда приходил он на спектакль, это считали, что ну, или он напишет что-то, или разгром будет полный, или наоборот, он подымет на пьедестал что-то. И везде он, наивный, с влюбленными глазами, всех ее знакомил. Она была не ахти что. Но это вот, даже это ощущение его как ребенка, он ее водился и всех, так сказать, заставлял со стороны радоваться его счастью. Это уже говорит о том, что он не был комплексован. Когда с тобой обсуждают, а может быть, нам вот с нею поселиться в общежитии в ГИКа, и я ему, мальчик, должен объяснять, Евгений, вы же будете посмешищем всего института, зачем вы это делаете? Это уже такая как бы более личная сфера, но это была часть его существования ну, в неком молодом поле. У меня была сложная ситуация, потому что мама требовала от меня, конечно, занимать ее позицию. Она считала, что я недостаточно резка по отношению к папе. Папа, конечно, ожидал от меня гораздо большей поддержки. То есть я как-то оказалась между двух огней. Ну и с мамой в каком-то смысле, хотя я люблю их очень, обоих, а с возрастом это особенно очевидно. Да. В общем, как-то я их не удовлетворила обоих в итоге. Мама пережила очень надолго папу. И где-то в наших разговорах всегда фоном шла эта тематика. Зачем им надо было разводиться и вообще зачем все это было. У мамы, конечно, была своя точка зрения. Ну, а папа, собственно, ушел, я бы сказала, обиженным на меня в том числе. Но я делаю все
постараюсь, чтобы мое реальное отношение к ним было, насколько возможно, известно. Конечно, и время было сложное, и не только время, и люди вокруг были разные, всякие. И истории случались тоже всякие. Но я не сплетник. Вот. Тем более, что, понимаете ли, тем более, что он вышел из всех этих историй красивый и по-мужски, он покончил с собой. В нем всегда было какое-то понимание романтизма жертвенного, когда человек понимает, что вокруг происходит черти что, вот, жизнь идет как-то вот так через пень-колоду, и что-то надо делать, но надо сохранять какие-то идеалы, которые надо отстаивать в своей работе как можешь. А если не можешь, то просто скажи спасибо этой жизни и иди, так сказать, спать. И я думаю, что он, в общем, был романтик, конечно. И кончил жизнь как романтик. Это красиво. Но вот это одиночество. Потому что, я так понимаю, человек такой изощренной внутренней организации выстоять, если я выстоял, потому что примитивен, то при его внутренней организации выстоять это было, видимо, невозможно. И поэтому вот такого рода эскапады с включением всякого рода газовых колонок. Он все понимал, кроме одного. И на этом, конечно, и в этом была его ужасная трагедия. Он думал, что это навсегда. В смысле, этот режим и прочее. Я думаю, что во всех случаях это завершение некой драмы, которая существовала в нем самом, что это завершение драмы, сосуществования его со временем, в котором он жил. Я думаю, что это завершение драмы на том высочайшем пике, до которой он свою жизнь донес, до какой-то трагической точки. Во всяком случае, это очень сложное явление, заслуживающее в каком-то смысле даже уважения. Его уход из жизни самостоятельный и осознанный, а я уверен, что это был осознанный уход, а не просто, так сказать, такой шаг безумия, свидетельствует о том, что он был человеком совестливым. И это именно совестливость подтолкнула его к такому трагическому концу, а не что-то другое. Может быть, он совершил уже тот шаг, который он уже не мог предотвратить. Потому что дом был разорен, квартира была разменена, хотя еще все прежние хозяева оставались на своих местах. Он свою жизнь должен был соединить с достаточно молодой женщиной. Ну, может быть, в итоге его романтизм сдал, да, в какой-то момент, и здравый смысл подсказал ему, что этого делать нельзя. Видимо, у него было острое желание новой другой жизни и невозможность уйти от старой. И вот это был какой-то конфликт, который для себя он не мог решить. Мне кажется, это напрямую связано именно с культурой, потому что все то, как он ушел, это говорит о том, что это было тщательно продумано, срежиссировано и, не побоюсь этого слова, в общем, по заранее написанному сценарию. Вот. И это действительно настоящий трагический уход человека еще полного сил
еще полного какой-то там жизненного настроя и жизненного такого эмоционального склада. Поэтому в данном случае это был его выбор. Кто-то писал о том, что о Суркове должны были писать Сологуб или Оруэлл. Нет. А Евгений Данилович Суркове должен был писать, вернее, уже написал в начале 20 века свои новеллы Томас Манн. Тема Томаса Манна – это тема определенного поколения в ГИКа, которые проходили через эту тему взаимоотношения жизни и культуры. Красивая, но беспомощная культура, живая, но безобразная жизнь. И я помню, на занятиях Евгения Даниловича мы посмотрели «Жить своей жизнью» Гадара, о том, как жизнь безобразная вдруг начинает рефлектировать, начинает двигаться к культуре, и это ведет к ее смерти. И была другая тема, тема культуры, движущейся к жизни, и это тоже приводит ее к смерти. Это тема, скажем, того же Томаса Манна, той же смерти в Венеции. Но единственным человеком, кто в жизни явился таким героем, был сам Евгений Данилович Сурков. Из вечного зрителя, из человека, который, не вписываясь во время, все время пытается его осмыслить, он в конце жизни вдруг пытался зажить. Он двинулся навстречу жизни и напомнил мне вот того профессора из фильма «Семейный портрет в интерьере», который, умирая, руки тянет. Ну, кому он тянет? Это дешевка какая-то, шлюшка, какой-то там неофашист, но все равно для него это жизнь, он тянет к ним руки. Мы довольно так холодно простились. Ну, а ночью, в общем, как-то. Мама уехала на спектакль, мы ее высадили около театра Моссовета. Ну, а, в общем, когда она вернулась, то его уже, можно сказать, не было. Во всяком случае, в сознательном состоянии. Его увезли в больницу, и 25 июня, а 28-го он умер в больнице, не приходя в себя. Так что все остались в этой квартире. Жировки отменили. Вот. Но вы знаете, я к этому отношусь в то же время, я бы сказала, философски. Я не знаю, что было бы с ним, если бы все равно его отвергло это время. Может быть, это было его спасение даже.